Это пятое видео о нашем круизе по Норвегии. Сегодня мы в Бергене, конечной точке нашего путешествия. А наш день начался с неожиданности. Норвежская таможня выбрала нас для проверки документов и не дала нам сойти с корабля вовремя. Доброе утро. Сейчас мы в Бергене, и мы уже собирались уходить, гулять по городу, но в двери мы увидели письмо. Счастье. Да, мы его прочитали, и в нем пишут, что норвежские таможенники хотят проверить наши документы. И мы должны остаться на час и подняться на 11 этаж для проверки. У нас нет документов, есть то, что вообще никаких. Да, самое интересное, что наши паспорта и наши виды на жительство забрали при посадке на корабль. У нас нет абсолютно никаких документов, кроме этой карточки. И расстраивает то, что мы фактически теряем час времени. А в Бергене и так не очень много больше, времени. Чем час времени, потому что это в 45 у нас только к ним подойти. И сколько там проверка, непонятно видно. Да, у нас мало времени на Берген. Немножко разочаровывающий момент. А мы уже купили билеты на фуникулер. Нам нужно обязательно туда попасть. Да. Спрашивается, почему они не могут документы просто проверить, если они и так лежат не у нас? Или пришли бы к нам в каюту. Там, они нас фотографировали на входе. Бегай за возьмите ними. фотку с паспортом. Да, тут последний день. Самый такой большой город, который мы посещаем в Норвегии. Много интересных мест, и мы тупо теперь еще меньше успеем. Немножко это расстраивает. Ну ничего, пройдем документы и, надеюсь, еще увидим этот красивый город. И вот мы наконец на берегу. Несколько часов потеряны безвозвратно, но мы бежим, в надежде успеть хоть что-то из задуманного. Берген, мы идем. Ну что, мы в Бергене. Как у вас впечатление? Первые впечатления, конечно, немножко подпортились. Но я надеюсь, они исправятся. Ну, есть сказать пару слов? Вот они. Те, из-за кого мы задержались. Мы их лица, конечно, не покажем. Если будет видно, то замажем. Ну, это вот они. Сегодня отъехали, можно на них пугаться. Комментарий насчет таможни. Уже отцензуренных. Да, они их собирали к 8:45, но они опоздали и пришли только в 8:30. То есть фактически мы потеряли 2 часа времени. Что они делали? Сверяли фотографии в айдишках с фотографией в паспорте. Не с нашими фотографиями. Они сравнивали 2 фотографии. Фактически они прочитали документы и отдали нам их. Все. Ради этой проверки мы потеряли 2 часа времени. У нас не было ни паспортов, ни айдишек. Они были у кого? Ну, команды корабля где-то хранились. Так что вот такое начало дня. Немножечко подпорченное. Но продолжаем исследовать Берген. Когда мы вышли из корабля, я первым делом проложил маршрут в навигаторе до фуникулера. Получилось около часа в пути, и мы бодро пошли. План был простой – дойти до нижней станции, подняться на гору и насладиться видами Бергена сверху. Но минут через 15 я стал замечать, что улица идет все круче, и мы поднимаемся все выше. Перепроверил навигатор, и тут до меня дошло. Я выставил верхнюю точку фуникулера, а нижняя, оказывается, была совсем рядом с портом. Хорошо хоть, что спохватились быстро. А где фуникулер? Вот здесь. А мы где? А куда он поднимет нас? Не знаю, куда-нибудь сюда. Я что, действительно виду, что ли? А вот тут, наверное, да? 7 минут. Ну, чуть-чуть дурачок. А где бы и пешком дойти? Я что-то думал, что там прям надо ехать. Да мы пешочком бы добежали, как это Соня скажет, мало походили. А мы еще наполнены злостью. Да, это не заметили бы. Ага, это не та труба. Сейчас поползем по трубе. Куда дальше? Ой, тут кошак. Кыш. Какие здесь проходики. Точно кому-то домой. Вот, вижу, это публичная улица. Широченная.
На машине проехать может, на велике. Ну, на велике можно. Может, не совсем приятно. Тут из-за того, что домами глушит, пропадает связь. Билеты на фуникулер мы купили заранее, онлайн. И очень советую делать так же. Очередь в кассу была приличная, а мы пошли прямо на посадку. Вот, ты сейчас будешь пропикивать, по одному нас пускать? Ну, да. А как еще? Так, давай, наверное, с тебя начнем. С меня? Ага. Давай. Иди, стой. Okay. Alles gehört, aber keine Müllaustausch. Ja. Going home. Going home. А нам куда? The captain said what? Ну, видимо, здесь заходы. Интересненько. А здесь не сидят, здесь стоят? А я понятия не имею. Ну, наверное, есть сидячие места. Но так тут 10 минут постоять. Не думаю, что это проблема. Мы прям сюда станем? Как? Да? Давайте вместе. Подъем занимает около 6 минут. А билеты, кстати, не самые дешевые, около 18 евро, туда-обратно на взрослого. Так что, если у вас много времени, можно подняться и пешком. Но попасть наверх обязательно. Виды оттуда просто восхитительные. А для нас сам фуникулер стал отдельным развлечением. На таких мы еще не катались. Вау. Классно. Да, вид, конечно, шикарный. Здесь живут внутри нет? козы. Нету никого. Написано, что они дружелюбные. Их можно гладить, с ними можно фотографироваться. Только написано, их нельзя кормить. Привет, ребят. Тоже спрятался. Это как беременная. Можно тебя погладить? О, привет. Привет. Какой ты милашка. Тебя можно почесать? Ой, ты какая милая. Такая ласковая козочка. Туристы достали, уже не внимания не обращают. Кормить нельзя козочек. Вот я могу с двух рук гладить. Появилась возможность сделать интервью у норвежской козы. Здравствуйте. Как вам здесь работает? Говорите, не кормят. Гладят, а вкусняшек не дают. Ни морковки, ни капусты. Это безобразие. Это нельзя терпеть. Питаться нечем. Сидим на горе. Только туристы ходят и гладят. То скажу про Чорли Дадер. В общем, перегладили мы всех коз. Они тут очень спокойные и совсем не боятся туристов. Надо всех погладить. Ой, Надо тебе какая погладить. нагубатая. Надо тебе погладить. Давай погладим, потешу. Ты очень-очень милая. Ой, потягуфочки. Тут почесать, что ли? Давай почешу. Вот тут. Ох, как хорошо. Как хорошо и приятно. После коз мы еще немного полюбовались видами и отправились вниз. Внизу мы пошли на рыбный рынок. Он еще только открывался. Продавцы раскладывали свой товар. А ведь рынок этот один из старейших в Европе. Ему больше 800 лет. Только представьте, уже тогда сюда приплывали рыбаки на весельных лодках, продавали утренний улов и возвращались домой к вечеру. И за 8 веков многое изменилось, кроме одного. Рыба здесь по-прежнему свежая, прямо с моря. Мы прошлись, изучили ассортимент и решили попробовать сашими из норвежского лосося.
I'm sorry, can I buy one? I just take the machine. Yeah, sure. Ну что, у нас есть сашими из норвежского лосося. Пойдемте дегустировать, насколько он вкусный. Может понравится, мы еще приобретем. Мы приобрели сашими из норвежского лосося. Ирина с нами не хочет есть. Она сказала, я не голодная. Так, что здесь есть? Имбирь, огурец, васаби. Сколько? 6 кусочков норвежского лосося. Только 2 палочки. Ты можешь просто палочкой притыкать и потом так. Можешь помочь открыть? Рук не хватает. Давайте пробовать. Надо взять как васаби. То надо обильно промокнуть в соевый соус. Мне жалко, сколько соуса ты смотришь. Вот, сашими так правильно вроде есть. И едим. Это очень вкусно. Прям исчез, я не заметил. Что сделать? Нет, не васаби. Тебе без васаби? Можешь васаби добавить ей. Ну просто чуть-чуть, она не повредит. Тут же не острый Ты его васаби. не заметишь. У нас рыба просто дает такой привкус интересный. Это очень вкусно. Делай мне. За папу, за маму. А можно мне без васаби? Может, Очень вкусно. да просто превосходный. Такой нежный, свеженький. Видимо, сегодня только выловили. Надо попробовать с рынка в Нидерландах купить. Ну, свежего, да, тоже попробовать. От меня 10 из 10. Это самое вкусное сашими, что я ел. Да, явно свежая. Свежайшее. Во рту шевелится. Тогда она не очень хорошая. Так что могу рекомендовать смело. Сашими в Норвегии восхитительное. Ни вкуснее не ел. Вот окушали мы с таким вот видом. Красиво. Подкрепившись, мы отправились дальше, к главному символу Бергена. В нескольких минутах от рыбного рынка находится Брюгген, старинная Ганзейская набережная. Когда-то здесь располагалась одна из 4 крупнейших торговых контор Ганзейского союза в Европе, наряду с Лондоном, Брюгге и Новгородом. Именно отсюда по всей Европе расходилась норвежская треска. И именно эта торговля сделала Берген одним из богатейших городов Севера. Сегодня Брюгген – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, если честно, нас это место не очень зацепило. Выглядит впечатляюще, но внутри почти только сувенирные лавки до ресторана. Как-то ожидалось большего. Возможно, если прийти сюда совсем рано утром, до толп туристов, атмосфера будет другая, более настоящая. У нас оставалось еще немного времени погулять по городу и поискать сувениры. Мы купили сувенирчик для Иришки. Она довольная, наверное. Бергенская крепость. Не знаю, зайдем ли мы внутрь. Это будет зависеть от стоимости билетов. Но снаружи симпатично. Вот мы решили внутрь не идти. Цена 17 евро за билет нас немножко расстроила. Поэтому будем гулять вокруг.
За нами можно видеть домики Бергена с оранжевыми крышами. Очень симпатичные. И вообще вид с высоты открывается потрясающий. Очень красиво. После этого мы вернулись на корабль, пообедали и снова отправились бродить по палубам. Корабль отплыл рано, и времени у нас было предостаточно. Угадайте, где мы сейчас сирены? Наверняка по фону сзади. Вы не угадали, где мы. Почему? А потому что сейчас мы в спортзале. Да, это спортзал. Мы здесь, потому что здесь есть такой уютный уголок, в котором практически никогда никого не бывает. И здесь можно просто посидеть, отдохнуть в тишине, посмотреть на море. Отсюда очень хорошо видно вода. Здесь всегда тепло, не шумно. Небольшое уточнение. Спортзал именно с тренажерами находится с другой стороны стены. А здесь зал йоги, карате, и здесь по расписанию проходят занятия. То есть можно посмотреть на стойки расписания и приходить на занятия. Тоже можем место рекомендовать. Если хотите немножко уединения, посидеть в тишине, посмотреть на море. Конечно, хороший вид на верхней палубе. Но если ветер, да, там холодно. Если ветер дует по утрам, я одевал шапку, я одевал перчатки, и местно ветер продувал. Но днем сегодня много футболок. Ну, то есть, естественно, когда нет большого ветра, солнце светит, тогда, да, естественно, там будет тепло. Но если погода не очень теплая, тогда можно искать такие вот уютные места внутри корабля. Что можно сказать о Бергене? Город очень красив. Несмотря на то, что это второй по величине город в Норвегии, он не показался таким огромным. Нет какого-то шума. Город, по крайней мере для нас, показался достаточно спокойным и привлекательным. Ты ходишь, везде спокойно. Только на самая центральная улица, туристическая, там, да, слишком много туристов. Чуть ходишь в сторону, тишина, спокойствие. Город размазан по площади. Он просто вот как тут растет. Не увидели каких-то очень высоких зданий. То есть такая малоэтажная застроечка, спокойная, приятно погулять. Очень понравились козы. Это такой аттракцион для туристов, но очень приятно. Животные такие милые-милые. Дочь была в восторге, бегала, гладила. Думаю, город понравился. Город интересный. Хотел бы еще вернуться и не спеша исследовать его более детально, потому что нам не хватило времени. Но мы были бы только в одной части, получается, вот этой портовой, а в другую сторону мы даже не попали. Да, мы не успели на канатную дорогу, потому что таможня отобрала у нас 2 часа времени. И все, к сожалению, даже все запланированное в строгих рамках временных мы не успели. Рыбный рынок. Какие-то были ожидания, наверное, более огромного рынка. А тогда рыбу продают, попробовали сашими из норвежского лосося, да, это вкусно. Но я думал, именно сам рынок будет гораздо больше. Скорее всего, это вот чисто туристическая часть. Ну, скажите, да, это рынок для туристов. Наверняка для местных жителей где-то будет больше, с большим выбором и с более гуманными ценами. А мы уже готовимся ко сну. Последняя ночь на нашем круизе. Чемоданы уже выставлены. Поспим и поедем обратно. Кстати, небольшой лайфхак для тех, кто планирует круиз. В последнюю ночь чемоданы нужно выставить в коридор каюты. Их соберут, доставят на берег, и вы заберете их уже после того, как сойдете с корабля. Но, если после прибытия в порт вы куда-то спешите, например, на самолет, то чемоданы можно оставить в каюте. Так вы не будете терять время на ожидание багажа в порту. Как вам сервис по отдаче чемоданов? Сложно, очень сложно. Держаться цензурно. Надо стоять и ждать. На будущее чемоданы можно было не отдавать. Тогда их нужно самому пропускать через ленту. Ну так куда быстрее. Вот так и подошел к концу наш круиз по Норвегии. Мы добрались до машины и отправились домой. Но это еще не все. Совсем скоро выйдет небольшое бонусное видео, в котором мы разберем финансовую сторону круиза. Все цены, траты, что можно было сделать лучше, кому такие путешествия в принципе подойдут. В общем, все то, что мы сами хотели бы знать, прежде чем отправиться в наш первый круиз.
Так что подписывайтесь и не пропустите. А с вами были мы, здесь и сейчас. До скорого!